Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас на тестировании новинка линейки Studio Edifier модель S1000DB. Это стереопара с обилием входов аналоговые, оптические, коаксиальные входы, Bluetooth apx. Ну-ка посмотрим, на что эта колонка похожа. Поставляется она вот в такой коробке, мы ее сейчас будем вскрывать. Посмотрим, что у нее внутри. Внутри оказалась еще одна коробка. Не проблема. Комплектация: мануал, соединительный кабель пятиконтактные штырьки, по крайней мере, в нем, оптический кабель, я так полагаю, 1,2 метра, пульт дистанционного управления, довольно изящный, такой не очень легенький, хоть и очевидно пластмассовый, кабели для аналогового подключения, мини-джек на 2 тюльпана, довольно неплохого исполнения. И сами колонки. Ну-ка посмотрим. Вот такая вот красота. Это активная колонка. Рассмотрим колонку поподробнее. Спереди колонка закрыта декоративным грилем, полупрозрачной решеткой, которая крепится на 4 штифтах. Она съемная, легко съемная. Под ней скрывается низкочастотный динамик с металлическим диффузором, как мы уже рассматривали, и купольный твиттер. Сзади колонки мы видим гнезда подключения аналоговых ходов AUX и PC, оптический коаксиальный вход, выход на пассивную колонку пятиштырьковый, регуляторы высоких низких частот, громкости и кнопку включения. Также несъемным является силовой кабель. Порт фазоинвертора выведен назад, в отличие от модели R2700 и R2800 линейки Studio. Этот вариант построения резонатора имеет свои тоже положительные стороны, мы их рассмотрим. Спереди под наклеечкой находится, очевидно, датчик для порта дистанционного управления. Снизу колонки оформлены вот таким вот образом. 4 крепежных отверстия какого-то внутреннего конструктива и ножки. Ножки резиновые, очень плотные, как бы клейкие. Очевидно, они призваны не дать колонке скользить по поверхности полки или стола, на которой их пользователь разместит. Посмотрим колонку на конструктивные особенности этой колонки. В инструкции написано, что система имеет входы Bluetooth, оптический коаксиальный и 2 аналоговых, Bluetooth формата apx-x, титановый купольный твиттер, 5,5 дюймовый алюминиевый диффузор басового динамика, деревянные под дерево оформленные боковые панели и пульт дистанционного управления. Параметры. Производитель обещает 2 по 25 Вт РМС
по высокочастотным головкам, 35 Вт по низкочастотным головкам, всего получается 120 Вт. 85 и более дБ с взвешенным фильтром А. Отношение сигнал-шум. Диапазон частот 48 Гц, 20 кГц при неравномерности плюс-минус 4 дБ. Входная чувствительность стандартная. Вот такая ситуация. Динамики выглядят очень прилично. Посмотрим на схему этой системы. Она имеет импульсный блок питания. Приблизим. Импульсный блок питания с двойной стабилизацией, который, в общем, просто обязан обеспечить необходимой мощностью эту акустическую систему. Схема принципиально электрическая, что в ней может заинтересовать конечного покупателя. Все напряжения стабилизированы. Управляется это все процессором STM8, примерно так же, как и во всей линейке Studio. Ресивер CD4052, а конечные усилители примененные TAS5754. Это они имеют цифровой вход, класс D и гибридный процессинг. Bluetooth aptX обеспечивается модулем. Вот он. BTM 8645M. В целом схема других особенностей, отличных от примененных в колонках Edifier R2700, 2800, больше нет. Одна из самых важных характеристик акустических систем – это настройка резонатора, ее качество, ее частота, добротность. Все это проверяется с помощью измерения кривой импеданса. Для этого нужно подключиться к низкочастотной головке. В этом разъеме, очень похожем на старый советский SG5, динамики распределены следующим образом. Первый и второй штырек – это высокочастотный динамик, а четвертый и пятый – это низкочастотный динамик. Мы к ним подключимся и померяем кривую импеданса, благо возможности и желания у нас для этого есть. Вот так будет видно. Вот, что мы видим? Мы видим настройку, может, чуть ниже 50 Гц, что очень хорошо. График импеданса, измеренный для высокочастотного динамика, нам мало будет информативен, однако мы можем сделать это, чтобы просто иметь представление, какого сопротивления динамик применен в качестве твиттера. Система обладает биампингом, то есть усиливается каждый канал отдельно, поэтому это число, в общем-то, ни о чем. Просто для информации. Сделаем такое измерение. Вот это показывает, что твиттер здесь имеет сопротивление чуть больше 4 Ом, и суммарная кривая импеданса выглядеть будет вот так. Низкочастотный динамик с настройкой на 50-48 Гц и высокочастотный с резонансом 1,5-2 кГц. Сейчас мы снимем ЭЧХ близ частоты раздела, для того, чтобы показать, на какой частоте разделены полосы. Для этого нам придется отдельно включить низкочастотный динамик и высокочастотный динамик. Мы можем мерить только в ближнем поле и только на средних частотах. На низких частотах в условиях офисной комнаты мерить нельзя. Колонки соединены 5-штырьковым кабелем. Для того, чтобы корректно измерить без влияния одного динамика на другой, я сделал переходник, с помощью которого буду отключать один динамик, другой динамик, и удастся нам взять измерения раздельно каждого и сравнить, свести их вместе и сравнить. Итак, померяем низкочастотный динамик.
Вот в полосе диапазона 500 Гц, 5 кГц получается вот такая вот АЧХ. Обзовем это вуфер. Сохраним. Теперь измерим частотный диапазон твиттера. Вот получилась примерно такая картина. Обзовем это твиттер. Сохраним. И попробуем посмотреть, что они дают в сумме. Сведем вместе АЧХ вуфера и твиттера. Вот получилась такая картина. Сшивка происходит примерно на частоте 2,8 кГц, классика. Очень аккуратненький срез вуфера, аккуратненький срез твиттера. Если сделать микс с кривой импеданса, то можно увидеть, что срезы достаточно крутые, очевидно, довольно высокий порядок, уже во всяком случае не второй, скорее всего четвертый. Фильтры цифровые, напомню, в этой акустической системе применен принцип биампинга, раздельного усиления полос, то есть активный фильтр на входе цифровой на базе DSP, то есть Digital Sound процессора, и с последующим раздельным усилением каждой полосы. Частота настройка порта 50-48, быть может, Гц. Колоночки еще разомнутся, разыграются, и, возможно, эта частота понизится и придет в больший порядок низкочастотной области этой системы. Посмотрим, как система ведет себя на легкой музычке. Довольно изящный пультик позволяет регулировать громкость, переключать входы. По режиме иллюстрирует светодиодик, который меняет цвет в зависимости от подключенного порта. Если это PCAUX, это зеленый цвет, если это оптика, это оранжевый цвет, красный, то есть оптика или коаксиал. Если это Bluetooth, это синий цвет. Не знаю, как хорошо это видно. Вот этот светодиодик. Сейчас он светится синим цветом. Если вернуть это все на аналог, мы услышим то, что сейчас играет. Звучание довольно взвешенное, гармоничное, равномерно проработаны все регистры, производит довольно благоприятное впечатление. Колоночки довольно увесистые, я бы сказал, даже очень тяжелые, как по сравнению с аналогичными мультимедийными акустическими системами. Очевидно, применен достаточно толстый материал. Заглянем внутрь, посмотрим, как они устроены. Ну что ж, вот наша активная колоночка, которую я намерен разобрать для того, чтобы заглянуть в ее внутренности. Напомню, что здесь регулятор громкости энкодер, то есть многооборотный. Нажатием на этот энкодер вы переключаете входа. Регуляторы тембра ВЧ и НЧ имеют фиксированное среднее положение. Две пары аналоговых входов, оптика, коаксиал и разъем для подключения, пятиштырьковый разъем для подключения четырехжильного, кстати, кабеля для пассивной колонки по одному проводу, по два провода на каждый динамик. Кнопка включения. Сетевой кабель, несъемный. Разберем колонки. Разбираются они с помощью Torx 15 биты. Нужно ее подобрать довольно тщательно, в противном случае вы посрываете саморезы, не сможете их потом использовать. Вот. Открываем. Перед нами плата
плата электроники, аккуратно покрытая демпфирующим материалом кабели, чтобы они якобы не давали внутренних переотражений, не усиливали их, по крайней мере. Тщательным образом заделанные разъемы, для того, чтобы воздух не проходил. Камера должна быть герметичной, огромное отверстие порта в этом случае строго калибровано и нельзя нарушать режим камеры. Итак, схема электроники, плата электроники традиционно на высоком уровне, очень большой степени интеграции. Достаточно компонент, нет неустановленных компонент. Edifier проектирует и устанавливает все по делу. Внутри мы видим импульсный блок питания. Видим много поролона. Дальше мы видим выход порта, который закрыт с той стороны легким поролоном. И камеру, содержимое камеры. Я бы хотел отметить большую толщину стенок. Я уже измерил его. Мы видим 22,5 миллиметра. Это задняя стенка. Я полагаю, что передняя, скорее всего, еще толще. Также достаточно толстые стенки боковые, сделанные из довольно плотного МДФ с покрытием очень качественного, высокого. Рассмотрим низкочастотный динамик. Вот низкочастотный динамик. У него алюминиевый диффузор, довольно большой магнит с магнитным экранированием. Он выполнен на литой корзине, а не штампованной, как в большинстве мультимедиа колонок. Довольно мощные тензеля, подводящие проводочки, которые соединяют звуковую катушку с клеммами. Внутри использована проводка довольно толстым, сравнительно, кабелем. И вообще все сделано исключительно красиво и прилично. Поставим его на место. Достанем пищалочку. Очень туго выходит высокочастотный динамик. Из паза врезан он туда капитально. С ним такая же история. Огромный магнит, магнитное экранирование, красивый купол. Купол выполнен из титана. Внутри мы видим отверстие порта, закрытая поролоновой интересной накладкой, которая просто имеет меньший диаметр, закрывает не весь порт. Порт вот такой толщины, ширины, диаметр, а отверстие остается маленькое. Интересное решение. Оно, очевидно, спасает каким-то образом от турбулентных шумов с одной стороны и не дает проникнуть в корпус колонки посторонним предметам. Ну что ж, установим, вернем твиттер на место. Все достойно, все классно. Напоследок я принес эти колоночки в студию звукозаписи. Для того, чтобы их сравнить и продемонстрировать вам, себе самому, насколько качественно и интересно звучат эти колонки по сравнению с другими. Ну, например, вот эту систему вы знаете, это Edifier тоже, R2700 с замененными твиттерами на ленточник Foundtech. Это некие мониторы Adam профессиональные, и вот наша испытуемая Edifier S1000dB. Посмотрим, как они звучат. Я включу сейчас Edifier dB. Музыка кислотная, но такую сейчас слушаю, и, наверное, это здорово. Это Edifier R2700 с ленточниками. По верхам, конечно, совершенно другая картина, достаточно интересная.
Ну а наши колонки тоже не уступают. Как звучат мониторы Atom. Очевидно, у них ниже чувствительность. Но звук достаточно чистый, безусловно, и качественный. Это профессиональные мониторы. Не знаю, что слышно после YouTube, после его пережатки. Я стараюсь показать вам в сравнении эти колонки. На этом все, дорогие друзья. Я надеюсь, что наш обзор будет полезен вам для того, чтобы выбирать колонки, в частности, рассмотреть эти в качестве своих домашних любимых мониторов. От выбора монитора, конечно, зависит многое. Одна и та же музыка может звучать совершенно по-разному, в зависимости от колонок, на которые вы их слушаете. Однако многое зависит, конечно, и от КДП, так называемой комнаты для прослушивания. Ее тоже надо определенным образом обустраивать. Ну, хотя бы такими панелями изредка, которые заглушают некоторые звуки. Также стены комнаты должны быть заглушены. Всех благ и надеюсь до следующих встреч в эфире.